Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо! Сегодня я расскажу вам о том, как в моей жизни произошло настоящее чудо, и я встретился с ангелом-хранителем. Вы поймете, что такие ангелы все время незримо находятся рядом с нами и готовы оказать нам любую помощь. Нужно только увидеть их и не закрываться от предлагаемого ими содействия. Приступим. Из предыдущих лекций постоянные зрители нашего канала уже знают, что раньше я был отъявленным, закостенелым материалистом-эгоистом и скептиком во всем, что касается потустороннего, непознанного и труднообъяснимого. Я не верил в жизнь после жизни. Рассказы об околосмертных переживаниях во время клинической смерти уверенно считал галлюцинациями мозга, а послания, знаки и сигналы с того света, о которых рассказывали друзья, знакомые и посторонние, простыми и надуманными совпадениями. Все изменилось, когда из жизни ушел Даня, самый близкий и родной мне человек. Ему было всего 22 года. Он сгорел буквально за 1,5 месяца в результате стремительно возникшей и распространившейся онкологии с метастазами, не оставившей ему никаких шансов задержаться в физической жизни. С того дня начались невероятные чудеса и мой духовный разворот, благодаря которому я получил огромный массив знаний о духовном мире и жизни после смерти, которым ныне и делюсь с вами. Так вот, продолжая переоценивать события моей жизни по мере духовного разворота и погружения в изучение потустороннего мира, начавшихся после утраты моего самого родного и близкого человека, я обнаружил, что духовные силы на самом деле никогда не покидали меня и моих родных. Приходили на помощь в самых тяжелых ситуациях, спасали от неминуемой гибели или максимально облегчали катастрофические события. Это настолько явно и очевидно, что закрыть глаза на эти многочисленные чудеса просто невозможно. Отчасти таких невероятных событий я уже рассказал вам в предыдущих лекциях, наших книгах цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю» и публикациях нашего телеграм-канала. Все это время, на протяжении всех 40 лет моего текущего воплощения, свидетельства и доказательства существования тонкого мира и его неравнодушия по отношению к живущим были передо мной, прямо перед моим носом, и все же я упорно отказывался их замечать, пока глаза мои не раскрылись. Вот еще один такой удивительный пример, который заслуживает отдельного подробного рассказа. За несколько дней до ухода Дани на тот свет он вернулся из онкоцентра НИИ имени Петрова с химиотерапией, на которую мы возлагали очень большие надежды. Казалось, сейчас все наладится, опухоли метастазы начнут уменьшаться, и мы еще поборемся и поживем. Но все пошло совсем не по этому плану. Вместо облегчения началось ухудшение. Развились невероятно сильные боли, на 10 по 10-бальной шкале. Даня не мог есть, спать, шевелиться и даже просто недвижимо лежать в кровати, до того ему было больно.
С обезболиванием в России дела обстоят крайне печально. А в той части России, где тогда жили мы, особенно. Ни поликлиники, ни больницы в городе не было. А это еще были времена ковида со всеми этими изоляциями и прочими драконовскими мерами, сильно осложнявшими любые процессы обычной жизни. Нужно было обращаться в медучреждения других районов. Врачи оттуда не выписывали сильнодействующие обезболивающие препараты, боясь подставляться и связываться с этой чересчур зарегулированной властями темой. Отказывались ехать на дом, предлагали прийти на осмотр самостоятельно и проявляли равнодушие всеми остальными возможными способами. А на вопрос, как прийти самостоятельно, если пациент прикован к постели, только разводили руками, фыркали и недовольно вешали трубку. В какой-то момент Дане стало совсем худо, и мы вызвали скорую, чтобы обезболивание провела ее бригада. Они обязаны это делать. И, к слову, тот, кто столкнулся с сильной болью, вызванной онкологией или другими проблемами со здоровьем, должен знать, что даже если не удается получить рецепт на сильнодействующие обезболивающие и купить их, можно вызвать скорую столько раз, сколько нужно, чтобы снять боль, хоть каждые пару часов. При этом на возможные жалобы диспетчеров и представителей бригады о том, что они уже ничем не могут помочь, а вы с таким смертельным диагнозом только отвлекаете их от других больных, хотя могли бы потерпеть, можно не обращать внимания. Уму непостижимо, на какие глубины равнодушия и людоедства способны упасть некоторые граждане. Но это уже совсем другая история. О ней поговорим в следующий раз. Хотя обычно тогда приезд скорой занимал от 40 минут и больше, в этот раз она приехала на удивление быстро. Буквально за несколько минут прибыла к подъезду. Я открыл замки, распахнул дверь и вернулся к Дане. В длинном коридоре дома зазвучали шаги. Уже знакомая вам кошка Няша вдруг стала вести себя странно. Она заметалась по квартире, чувствуя приближение гостей. Обычно она воспринимает любые визиты довольно спокойно, а в этот раз она не знала, куда деться. Глаза ее стали размером с 2 огромных яблока, и всем своим видом она выражала что-то доселе невиданное. И чем ближе были шаги по коридору, тем страннее она себя вела. Никогда прежде и никогда после того случая я не видел ее в таком состоянии. Наконец, работник скорой вошел в дверной проем. Это был молодой парень-фельдшер невероятно высокого роста и атлетического сложения с оранжевым чемоданчиком в руках. С порога он извинился, что пришел в гордом одиночестве, поскольку в то время в нашей местности была огромная проблема со специалистами, их не хватало на все вызовы, и начальство приняло гениальное управленческое решение – посылать по одному человеку на вызов. Увидев Даню, гигант в униформе сразу проявил какое-то особенное сочувствие и теплоту, которых ранее я никогда не замечал в этой профессии. Он быстро ознакомился с диагнозом и без лишних указаний сделал Дане укол трамадола, после чего добавил еще и феназепама, снова извинившись, что ничего посильнее и поэффективнее предложить не может в силу текущих обстоятельств и того, что ничего сильнее им просто не выдают. Но тогда и это было настоящим избавлением. Боль почти сразу начала отступать. Даня немного расслабился и улыбнулся, поблагодарив гиганта. Улыбка на измученном лице Дани в те ужасные дни – это был настоящий дар, словно солнце, мелькнувшее из-за туч после нескольких месяцев пасмурной погоды и ливней. Гигант улыбнулся в ответ, на секунду задумался и спросил меня, почему мы не колем сильные обезболивающие на регулярной основе.
Я начал объяснять ситуацию, что при всем желании пока не можем добиться правильных обезболивающих, а он вздохнул и прервал меня жестом, указав таким образом, что прекрасно понимает всю эту современную ненормальность. Он смотрел на Даню, и его глаза наполнялись какой-то нереальной глубиной и теплотой. Подумав еще пару секунд, он предложил встретиться через час у него дома, обещав безвозмездно поделиться обезболивающим для Дани из своих запасов, на всякий случай предупредив, что если кто-то об этом узнает, то его не только уволят, но скорее всего еще и возбудят уголовное дело и пустят по статье. Я пообещал сохранить его анонимность и безопасность, и потому должен сказать здесь, что все описываемые в этой лекции события – это исключительно плод моего больного воображения, а все совпадения с реально существующими персонами случайные, ага. Затем гигант научил меня ставить внутримышечные уколы, чего я раньше не умел. Написал на бумажке свой телефон и упорхнул так же быстро, как и появился. В квартире повисла мертвая тишина. Так тихо еще не было ни разу. Ни до этого случая, ни после. Как будто замерло сразу все. Даня посмотрел на меня и спросил: «Это к нам что, ангел-хранитель прилетал?» Мы добродушно посмеялись, но только теперь я понимаю, что это действительно было так. К нам прилетал ангел-хранитель. Через час у меня на руках уже была упаковка обезболивающих, и этого хватило до переезда Дани в более благополучную географическую точку России, где с врачами и обезболивающими было уже полегче. Конечно, в конце концов, это не спасло от гибели его физическое тело, но облегчило последние дни пребывания в нем, значительно снизив количество испытываемой боли. Таким образом, духовный мир в те тяжелые для всех нас дни непрерывно был рядом и направил посланника, чтобы помочь Дане. Он продолжал заботиться о нем даже на пороге смерти и переезда на тот свет, значительно облегчая приближение к переходу между мирами. Если вам тяжело и грустно, если вы проходите трудные испытания и надежда почти угасла, помните, у каждого есть такая группа поддержки, и никто никогда не бывает в одиночестве, брошенный на произвол судьбы. Духовный мир, ангелы-хранители, наставники, наши усопшие друзья, родные и любимые, а также сам Господь Бог заботятся о живущих каждую секунду времени их пребывания в плотном мире. Нужно только увидеть это, распознать и понять, что мы до бесконечного любимы, хранимы и оберегаемы. И каждый из нас, даже в самом худшем случае гибели физического тела, будет избавлен от страданий и принят в теплые и любящие объятия потустороннего духовного мира. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.